Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю маринованные кабачки с помидорами, красным луком в лимонно-соевой заправке. Сказать, что это вкусно, это ничего не сказать. Я сразу говорю, готовьте этой закуски побольше, потому что съедается она в один миг. Легкая, свежая, невероятно ароматная. Она идеально подойдет для любого стола. Вкус получается насыщенный, сбалансированный, с легкой азиатской ноткой. Я уверена, такая закуска с кабачками понравится всем. Обязательно ее приготовьте и попробуйте. Все ингредиенты и пошаговый рецепт с тайм-кодами вы можете посмотреть в описании к видео. Сначала готовлю заправку маринад. Мне понадобится сок половины лимона. Выливаю сок в миску. Добавляю 3 столовые ложки соевого соуса. 3 столовые ложки растительного масла, у меня оливковое. И добавляю столовую ложку меда. Можно использовать сахар. Добавляю черный перец. И через пресс выдавливаю 3 крупных зубчика чеснока. Чеснок, кстати, можно просто мелко порезать, как вам удобно. Хорошо все перемешиваю. Попробуйте заправку на вкус. Если не хватает соли, добавьте. Я добавляю пол чайной ложки. Еще раз перемешиваю. Режу все овощи кружочками. Причем цукини я хочу порезать вот таким фигурным ножом. Так они получаются более симпатичные. Толщина кружочков примерно пол-сантиметра. Конечно, вместо цукини вы можете использовать и кабачки. Но старайтесь брать молодые кабачки, чтобы не было семян. Если же у вас старый кабачок, тогда просто нарезайте его брусочками, уберите семена. Перекладываю цукини в миску. Вообще, конечно, можно овощи выкладывать слоями и заливать заправкой. Но мне кажется, так лучше все перемешать в миске и потом просто оставить постоять. Полукольцами режу 2 красные луковицы. Мы просто очень любим маринованный лук. Если вы не очень любите, можно использовать 1 луковицу. Лук я режу тоже не слишком тонко. Добавляю лук к цукини и кружочками порежу 3 средних помидора. Кружочки помидоров также я режу довольно толсто. И порежу пучок петрушки. Можно использовать и кинзу или другую зелень, какая вам нравится. Заливаю все маринадом. Аккуратно все перемешиваю. Это удобно сделать руками. На мой взгляд, все лучше именно перемешать и потом переложить либо в контейнер, либо оставить в этой миске и закрыть сверху. Если вы будете выкладывать все слоями, потом надо периодически все встряхивать, чтобы все, конечно, покрылось маринадом. Мне кажется, так удобнее. Так, все кабачки, все помидорчики и лук покроются вот этим чудесным маринадом. Аромат потрясающий, конечно. Я перекладываю все овощи в стеклянный контейнер с крышкой. Мне так удобнее. Потом очень хорошо так хранить закуску в холодильнике. Так, надеюсь, у меня все поместится. У меня получился вот такой полный контейнер. И, конечно, сверху выливаем всю вот эту заправку из миски. Закрываю все сверху крышкой и отправляю в холодильник минимум на 1 час. А если закуска постоит 2 или 3 часа, она будет еще вкуснее. Закуска готова. Она получилась просто потрясающая. Овощи здорово промариновались. Посмотрите, сколько здесь образовалось сока. Великолепно. Можно подавать ее к столу. И я сразу говорю, делайте ее побольше, потому что разлетается она в 1 миг. В этой закуске вкусно все. И кабачки, и помидоры, и лук. Они прекрасно промариновались. Стоит такой великолепный аромат. Обязательно приготовьте такую закуску. Я уверена, она всем понравится. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!